В интервью Entertainment Weekly в честь десятилетия выхода Скотта Пилигрима против всех, вице-президент Universal Pictures по маркетингу Майкл Моузес сказал, что фильм действительно опередил свое время. Мне кажется, что режиссер Эдгар Райт видел будущее и снял кино словно оттуда. На мой взгляд, если бы Скотт Пилигрим вышел сейчас, у него была бы совсем другая судьба. Хоть спустя 10 лет у фильма и сложился культовый статус, в свое время он с треском провалился в прокате. Привет, меня зовут Ваня Абрамов, и сегодня мы попытаемся разобраться в кассовом провале Скотта Пилигрима против всех, поговорим о том, как Эдгар Райт предвосхитил будущее и за счет чего картина обрела культовый статус. И да, тут будут спойлеры к фильму десятилетней давности, так что милости просим вернуться после просмотра, если еще не смотрели. А все остальные пристегнитесь, мы... Скотт Пилигрим собрал в прокате $47 миллионов при бюджете в 60. По негласному правилу индустрии, фильм считают финансово успешным при выручке в 2 раза больше затраченных денег. Несмотря на теплый прием на Комик-Коне, картина прошла незамеченной. В отличие от «Неудержимых» и «Ешь, молись, люби». Исполнитель роли Мэтью Пателла, Сатья Бхапха, даже пошутил, что нож в спину фильму вставила Джулия Робертс, а в России Скотта на лопатки уложил Джеки Чан с сыном Уилла Смита. Это все кунг-фу. Ты всегда думаешь, если бы у меня был шанс заново сделать маркетинговую кампанию, что бы я изменил? А я не знаю. Это крайне важный вопрос, и мне больно, что у меня нет на него ответа. Эдгар Райт резюмировал, что главной проблемой фильма стало то, что его нельзя описать одним предложением. И действительно, краткое описание картины займет минимум абзац, и даже такая аннотация упустит слишком много деталей. «Скотт Пилигрим» — это рок-мюзикл или романтическая комедия? Гонконгский боевик, индийское кино, японское аниме — элементы всех этих жанров есть в фильме. Не обошли стороной даже ужасы. На тебе сейчас легкая курточка и кофта с капюшоном? И дебильная шапка? Ничего не дебильно. Откуда ты знаешь? Привет! Магическому реализму мира Скотта Пилигрима полностью доверяешься, потому что его сделали с любовью и старанием. Актеры перед съемками полгода тренировались и учились боевым искусствам, в отличие от Бека, который написал всю музыку к фильму за 2 дня. Ничего не скажешь, магиот-композитор. Спасибо. По воспоминаниям актеров, Райт еще до съемок продумал весь фильм, от постановки до музыкальных переходов. Доходило до того, что артисты в кадре даже не могли пошевелиться без его разрешения. Например, Эдгар говорил мне: если ты слишком резко повернешь голову, это будет неправильно. Ее нужно повернуть определенным образом. Или нет, у тебя был поднят подбородок, а он должен быть опущен. Наверное, наиболее точным и емким определением для Скотта Пилигрима станет идеальная экранизация комикса или гимн гик-культуры. Давайте порассуждаем на эти темы. Дело не только в том, что Райт буквально покадрово экранизировал комикс. Еще до него это делали триумвират Миллер, Родригес, Тарантино и единолично Зак Снайдер. Да и что такое фильм, как не воплощение в жизнь заранее подготовленной раскадровки? По сути, того же комикса. Главным отличием Скотта Пилигрима от предыдущих кинокомиксов стало то, что он следовал первоисточнику до конца. Если звонят в дверь, то на экране появляется надпись «Динь-дон». А если герои говорят по телефону, экран делится на комиксные панели, а монтажные склейки вторят оригинальной структуре от и до, поражая своим разнообразием и внезапностью. Пока предшественники лишь местами использовали элементы комиксов, Эдгар Райт сделал их основой своего фильма. Может быть, возросший из-за этого темп повествования и необычность постановки и отпугнули многих зрителей. В 2010-м гик-культура еще не была в мейнстриме. До выхода первых «Мстителей» оставалось 2 года, а теория Большого Взрыва только начинала знакомить массового зрителя с Акваменом и эффектом Доплера. Я все равно не понимаю. Если подумать, в фильме есть все элементы гик-культуры. Он как оживший сон задрота, в хорошем смысле. Многим бы хотелось оказаться на месте Скотта, играть в группе, драться как Лю Кэнг из Mortal Kombat и одновременно ухлёстывать за 2 девушками. Отсылки к играм начинаются еще с 8-битной заставки Universal, а многие эффекты — это звуки из классических Зельд.
Ну и не будем вспоминать уж совсем явный K.O. и уровни подземелий в театре хаоса из культовой Earthbound. Только на перечисление всех пасхалок уйдет несчетное количество времени. Казалось бы, такая яркая мешанина должна походить на безвкусицу, а разные жанры должны тянуть кино в разные стороны, как лебедь, рак и щука. Но удивительным образом Райту удалось уравнять неуравнимое. Ни до, ни после ни одно произведение не смогло так точно и метко показать гик-культуру. Та же теория Большого взрыва для многих так и осталась сериалом про ботаников. А, например, первому игроку приготовиться все-таки не удалось выйти за рамки набора пасхалок. Скотт Пилигрим же показал всю суть гиков. Это мечтатели и эскаписты, которые трепетно любят свои увлечения, но при этом не забывают о реальном мире. Опыт и знания, которые они получают из любимых произведений, гики применяют и в жизни. Именно эта черта и выделяет фильм из когорты других произведений, в которых гики живут как будто в собственном пузыре, не взаимодействуя с реальностью и лишь ограничиваясь отсылками к поп-культуре. Райту блестяще удалось передать переживания такого человека. Скотту 22 года, вроде бы не ребенок, но еще не взрослый. На Западе таких людей, не стремящихся повзрослеть, называют кидалты. От английского kid – ребенок и adult – взрослый. И зрители вместе с героем преодолевают этот переходный возраст. Скотт не хочет сначала брать на себя ответственность. Ему все равно, что Найвз несовершеннолетняя. Для него она скорее как атрибут его статуса. Влезбиянившись в Рамону, герой сталкивается с ее бывшими и учится брать ответственность на себя за других, решая проблемы и разбираясь с прошлыми ошибками девушки. И дело не только в любви, а в собственном личностном росте. Ведь одолеть Гидеона Скотту помогает меч не любви, а самоуважения. Да и примирение с самим собой показывает дружба со злой версией себя. Оказалось, он классный, на неделе пересечемся. Вообще-то у нас много общего. Поэтому в изначальном варианте концовки Скотт оставался с Найвз. Как взрослый и ответственный человек, он должен был поступить так. Ну и версия, в которой главный герой остается с Рамоной, тоже логична. Найвз находит себя, признавая, что Скотт ее недостоин, а разобравшаяся с прошлым Рамона готова к построению чего-то нового с парнем, который через многое ради нее прошел и многому научился. Хочешь пойти со мной? Да? Может, нам начать сначала? Рамона, о мой бог. Возвращаясь к теме отражения гик-культуры в фильме, отметим, что прогресс персонажа выразился в близкой любому поклоннику массовой культуры форме, но при этом эта форма содержала в себе мысли и идеи, которые до этого воплощали в других произведениях и которые понятны любому человеку. И в «Над пропастью воржи» Селлинджера, и в «The Last of Us» герои учатся взрослению. Заслуга Скотта Пилигрима в том, что извечная истина приобрела новую, яркую и близкую множеству современников форму. Не бойся, я знаю, что делаю, Стивен. Новый состав крут, вы лучше играете без меня. Юный Нил, ты сильно вырос. Отныне тебя будут называть Нил. А ты, Ким, прости меня за все. Правда, прости. Нет, повзрослев, Скотт не перестанет любить видеоигры и не уйдет из группы. Просто эти сферы культуры и образы, которые они рождали, помогли герою перейти на новую ступень. Не зря же есть фанатские теории, по которым все происходящее – плод воображения Пилигрима. Если игры и музыка помогли найти ему свое место в жизни, то что в этом плохого? Именно за веру в то, что любимые увлечения могут привести тебя к счастью, и ценят этот фильм гики по всему миру. Так почему тогда фильм провалился, несмотря на все его достоинства? Людей было попросту сложно заманить в кинотеатры на такое кино. К сожалению, маркетологи не смогли правильно составить рекламную кампанию картины в 2010-м. Критики считают, что фильм для подростков не смог понравиться людям старше 30. Но в то же время в «Скотте Пилигриме» было слишком много отсылок к классическим играм, которые не смогла понять молодежь. Как мы уже говорили, мир еще не был готов к пришествию гик-культуры в мейнстрим, и его потенциальная аудитория 10 лет назад только начинала формироваться. Еще есть мнение, что в кризисном 2010-м зрителям мог быть противен герой-бездельник без постоянной работы. Кто-то даже посчитал, что в финансовой неудаче виноват Майкл Сера. Много фильмов с его участием не собрали кассу, а его внешность была иллюстрацией понятия хипстер, которое многим набило тогда оскомину и просто раздражало. Фанаты даже смонтировали альтернативный трейлер Скотта Пилигрима, лейтмотивом которого стали кадры с избиением Серы.
Картина могла бы окупиться, если бы стоила 25-30 миллионов долларов вместо 60. Она выглядит как инди-кино, но при этом стоила в разы больше. Авторы могли бы сэкономить на спецэффектах, и тогда ей было бы легче отбить свои деньги, рассказал один из конкурентов Universal. В компании понимали, на какой риск идут, и ставили в приоритет имиджевую сторону вопроса, и надеялись на хорошие продажи на носителях после сарафанного радио. К счастью, кассовый провал фильма не похоронил карьеры его участников. Конечно, Мэри Элизабет Уинстед тяжело отделаться от образа Рамоны Флауэрс, но такова судьба всех культовых персонажей. Неудача фильма не помешала Эдгару Райту продолжить снимать потрясающее кино, а обеспеченный поклонниками культовый статус картины не дал ей кануть в забытье. Так что история Скотта Пилигрима — это сказка со счастливым концом. С вами был Ваня Абрамов, а написал и смонтировал ролик Андрей Королев. Не забывайте заходить на сайт ДТФ, чтобы обсудить свежие новости массовой культуры. И давайте раз и навсегда определимся. Ставьте лайк, если вы за неземную, нереальную, словно пришедшую из сна Рамону, или пишите комментарий, если вам больше по душе приземленная, милая и верная Найвс. И пока вы жмете на палец вверх, команда ДТФ говорит вам: до новых встреч!